Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. На этот раз приготовим ароматный, пористый, мягкий домашний хлеб, который не крошится совсем и готовится легко. Но обо всем по порядку. Проверьте свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, выбирая все уведомления, только в этом случае вы не пропустите новые видео. Изначально берем 90 мл теплого молока, в который добавляем столовую ложку муки из общего количества и 5 граммов сухих дрожжей. Перемешаем, оставим на пару минут, пусть крупинки растают. 90 граммов запеченной тыквы растолчем в пюре. Не бойтесь, кто тыкву не любит, она здесь не для вкуса. Позже покажу ее преимущества. Как я запекаю тыкву? Это просто. Главное выбрать хорошую. Я использую мускатную, она сладкая, не водянистая. Убираю семена, снимаю верхний слой, нарезаю на кусочки. Доливаю немного воды, накрываю фольгой и отправляю на 50 минут в духовку при температуре 200 градусов. Тыква получается мягкая и вкусная. Можно есть так, добавлять в каши, либо в тесто, как в нашем случае. Дрожжи к этому времени уже разошлись. Добавляем тыквенное пюре к дрожжам с молоком, сахаром и мукой. Именно тыква придает хлебу красивый цвет и влажность. Хлеб из-за этого не будет крошиться. Добавим соль 5 граммов и еще муку. Тесто становится гуще, но еще липкое. Теперь берем еще 100 мл теплого молока и, чередуя его с мукой, вводим в тесто. Можно разделить на две части. Теплое молоко на этом этапе не дает тесту быстро остыть. Оно поддерживает именно теплую среду, что важно для роста дрожжей. А температура может снизиться от температуры муки. И пока мы ждали дрожжи. Итого муки для теста понадобилось 350 граммов. Тесто мягкое, слегка липкое. В самом конце вливаем столовую ложку растительного масла. Полностью и окончательно ее вмешаем в тесто. На столе, конечно, будет удобнее. Вымешиваем 3-4 минуты. Тесто должно держать форму. Иначе при подъеме оно просто расползется в стороны. И хлеб получится более плоским. Но это еще не один важный момент. Тесто накрываем, оставляем в теплом месте на 1 час. Час прошел незаметно для вас. На припыленную мукой поверхность выкладываем липкое тесто. Тщательно его вымесим, накроем на 15 минут, чтобы оно снова стало податливее и не стягивалось. Теперь также подсыпая совсем немного муки, распластаем тесто руками, не очень тонко. Заворачиваем, фиксируя каждый загиб. Здесь, внимание, сворачивайте свободно тесто, не тяните. Если это делать через силу, то при подъеме тесто может просто лопнуть. А еще хуже при выпечке. Слепим стык. Он будет у нас внизу. Форму я просто присыпаю мукой, но если вы не уверены в покрытии своей формы, то используйте пропитанный пергамент, чтобы хлеб не прилип. Учтите, тесто мягкое и лучше использовать форму не слишком большую, иначе оно просто поднимется и разойдется по форме и не только вверх. Остается накрыть его еще на 40 минут перед выпечкой, оставляя при комнатной температуре без сквозняков. Духовка уже разогрета, хлеб хорошо поднялся. Делаем острым ножом или лезвием надрезы. Это тоже убережет хлеб от того, что он может лопнуть. Отправляем аккуратно в духовку. Выпекаем при температуре 190 градусов 25-30 минут. Хлеб полностью готов, когда при постукивании он издает глухой звук.
После выпечки накрываем его на 5 минут прямо в форме. Затем можно перенести на решетку и дадим хорошо остыть. Пористый, не крошится, мягкий и не сухой. Тыква придала влажность и красивый легкий цвет. На вкус вы ее совсем не почувствуете. Хлеб пружинит, выглядит аппетитным. Готовьте и вы с удовольствием. Пока!